Hola, amigos! Ну что, вы уже догадались, в какой стране мы на этот раз? На этот раз мы в Испании. Сейчас мы его догоним. Разбит катафот. Спасибо, что деньгами. Фух, это было непросто. Забудьте все, что я вам говорил про путешествие на автодоме. Вот он, наступил ключевой момент. Это путешествие, которое мы очень долго готовили, долго планировали. Оно несколько раз переносилось по разным причинам. И вот, наконец-то, мы здесь. У нас впереди насыщенная программа. И чтобы все успеть, у нас расписано буквально все по минутам. Да-да. Скоро мы должны получить свой автодом. Дом на колесах. Это будет наше второе путешествие на автодоме. И, конечно, у нас уже есть некоторый опыт. И, исходя из этого опыта, мы будем действовать. Thanks a lot. Bye. Have a nice day. Слишком большой опыт тоже не всегда хорошо. Вместе с ним приходит уверенность, а иногда и полное отсутствие тормозов. Кто досмотрит этот выпуск до конца, поймет, о чем я. Hello, how are you? Where is the office? Here. Okay, so we have to wait. Okay, no problem. Сказали, что все готово. И это очень хорошо. Потому что в прошлый раз мы не оплачивали ранний чек-ин. И мы ждали в очереди 2 часа на получение машины. Вот. В этот раз мы решили платить чек-ин. Финальная проверка автодома, и можно отправляться в путь. Ну что, вот он, наступил ключевой момент. Я подписываю контракт на автодом. И дальше нас ждет 2-недельное путешествие по Испании и Португалии. Не переключайтесь. Да, кстати, мы второй раз подряд берем дом на прокат в компании Indie Campers. Почему именно в этой компании, я расскажу позже. Но в целом я был очень доволен после нашего первого опыта. Может быть, она не самая дешевая. Точнее, она 100% не самая дешевая. Но давайте не будем забегать вперед. Все по порядку. Ладно, поехали. Юху! Отправляемся в путь. Все готовы? Пристегнули ремни? Отлично. Едем. Сразу скажу, что габариты кажутся огромными. Поэтому надо заново привыкать. Впереди знак поворота направо нет. А это значит, надо разворачиваться. Окей. Тебе удобно зеркала на стене? Да, вполне. Зеркало. Я очень надеюсь, что здесь есть камера заднего вида. Позитивный опыт мы получили. Из-за того, что сделали ранний чек-ин, оплатили за это 100 евро. Лучшее вложение. Честно признаюсь, не хотел платить. Но моя любимая жена Катя, вот она сидит сзади, меня уговорила. Говорит, что нам время дороже. Пришлось согласиться. Рядом со мной сейчас сидит сестра Кати, Алена. Познакомьтесь. Алена будет часто мелькать у нас теперь во влоге в нашем про путешествие. Кажется, что сейчас вот так, и там откроется вид на море. Наконец-то все бытовые вопросы закрыты. Мы закупились на неделю вперед и проехали примерно 200 километров от Мадрида. И наша первая остановка в Толедо.
Толедо – это не просто один из самых красивых городов Испании. Это город, который в буквальном смысле повлиял на историю всей Европы. Исторически так сложилось, что на протяжении нескольких веков здесь бок о бок жили христиане, мусульмане и евреи. Сам город постоянно переходил под власть разных правителей. Сначала вестготов, потом мусульман, а спустя почти 4 столетия его вновь завоевали христиане. И вот здесь начинается самое интересное. Казалось бы, после очередного завоевания новые правители должны были уничтожить все, что осталось от прежней эпохи. Но произошло ровно наоборот. Когда в 1085 году христиане вошли в Толедо, они нашли здесь огромные библиотеки с тысячами арабских рукописей. И вместо того, чтобы их сжечь, решили перевести на разные языки. Так в Толедо возникло настоящее сотрудничество 3 культур. Христиане знали латынь, мусульмане – арабский, а многие евреи свободно говорили сразу на нескольких языках и стали тем самым мостиком, который соединил 2 мира. Вместе они переводили труды Аристотеля, Евклида, античных врачей, философов и астрономов. Благодаря этой работе Европа заново открыла для себя знания, которые были почти утрачены после падения Римской империи. Слышите, как громко звонит колокольчик? Такое ощущение, колокол. Точно, вон он, смотрите. Вон там колокол. Сейчас мы попробуем выяснить, что это за место такое. И вообще, что мы знаем про Толедо? Толедо когда-то был столицей Испании. А еще точнее, Толедо был первой столицей Испании. Именно отсюда на протяжении веков управляли сначала Вестготским королевством, а позже Объединенной Испанией, пока в XVI веке столицу не перенесли в Мадрид. Здесь находились Королевский двор, важнейшие государственные учреждения и резиденция главы Испанской церкви. В Толедо многие годы, многие века жили бок о бок, может быть, даже и сейчас живут христиане, мусульмане и евреи. Что-то мне это напоминает. Где-то я уже об этом слышал. Толедо напоминает мне Израиль. Самые важные открытия рождаются тогда, когда люди перестают спорить о том, чья культура лучше, начинают слушать друг друга, делиться знаниями и вместе создавать что-то новое. Отдельного внимания заслуживает Толедский Алькасар. За 2000 лет своего существования он успел побывать римской крепостью, королевским дворцом, военной академией и настоящим символом города. Его несколько раз полностью разрушали, а потом строили заново. Сегодня внутри находится один из крупнейших военных музеев Испании. Если посмотреть на Толедо с высоты, сразу становится понятно, почему город построили именно здесь. Он возвышается на скалистом холме, а река Тахо огибает его с 3 сторон. Мне понравилась речка, где были лебеди, и еще мне понравились горы и елки. Мы переехали наконец-то в новый регион Испании, и тут действительно все очень сильно отличается. Во-первых, больше зелени, стало интереснее ехать через горы, потому что трасса идет сверху. Но и, как назло, мы, конечно, проехали наш поворот, когда я засмотрелся на живописный вид, поэтому сейчас мы будем где-то искать место для разворота и ехать обратно. Но ничего. В этом же и заключается смысл путешествия, да, чтобы открывать для себя какие-то новые места. Может быть, получать какой-то новый опыт, желательно положительный. Кстати, на той стороне, запомните, камера передвижная. А у нас... Ой-ой-ой. Господи. Сейчас мы его догоним. Он просто резко остановился.
Смотри, тот резко остановился, нет проблем. Но эта машина могла мне дать перестроиться. Она, наоборот, ускорилась для того, чтобы нас обогнать. Я понимаю, но опытный водитель... Чем отличается опытный водитель от неопытного? Тем, что опытный водитель может предвидеть какую-то ситуацию. Вот и все. То есть, если ты видишь, что перестраивается какая-то большая машина, возможно, впереди препятствие. И лучше бы притормозить, потому что, кто знает, может быть, другой возможности нет. Я бы не стал таранить ту машину, правильно? Сейчас, пожалуйста, не проедь, там сейчас направо. Ведешь свою дискуссию. Держитесь. В общем, машина не такая маневренная, конечно, как хотелось бы, наверное. Отличается от легковушки стиль вождения. И я стараюсь аккуратнее проходить повороты. И в то же время не хочется резко тормозить, из-за чего бывает так, что проезжаем повороты. На легковушке я бы там, конечно, притормозил и завернул. Но ничего страшного, у нас небольшой крюк получился минут на 10. На 5 я думаю. 5 сюда, 5 обратно. Итого 10. А ты Елена, смотрите. Какая-то. Вот, видите, мы бы вряд ли здесь оказались. Вот по соседству с зарядками Tesla мы заехали на сервисную зону для кемперов. Да-да, мы же кемперы. И сейчас мы будем сливать воду. Так, поворачиваем вниз. Пошла. Не надо брезговать. Это не черная вода. Ну и пока сливается серая вода, можно налить уже чистой воды. Надеюсь, что там не замкнутая система. Так, сейчас, секунду. Похоже, что наш шланг не идеально подходит для местных испанских заправок. Придется держать руками. Ну, частично выливается, частично наливается. А как вы проводите понедельник? Работаете в офисе за компьютером? Давайте, руки в ноги. Берем на прокат автодом и кайфуем. Романтика. Ну а как вы хотели? Так, процесс идет. Мира запускает воду, Алена принимает и отправляет в автодом. Отлично. Что, так мало? Люби и саночки возить. Да. Слишком много всего нужно сделать, чтобы пользоваться автодомом. Но, поверьте, это стоит того. Мы переехали в другой регион Испании, называется Андалусия, и за окном сменились пейзажи. Андалусия более живописная, много деревьев, все зеленое. И мне больше нравится ехать по такой живописной дороге, будь здорова. Конечно, машина не такая быстрая, не так быстро она разгоняется. Все происходит довольно плавно, медленно. И приходится очень осторожно обгонять длинные фуры, потому что мы сами тоже длинные, да, и не хочется никого подрезать. Но сначала я ловил себя на том, что, кажется, я ему оставил мало места, и ему приходится оттормаживаться. Вот, сейчас я уже с запасом обгоняю, не тороплюсь. В принципе, на дороге главное все делать плавно, предсказуемо, да, без резких движений, без резких перестроений. И тогда другие водители тоже могут предугадать твое поведение. Да, в этом, в общем-то, и отличается опытный водитель от неопытного. Я с высоты своего опыта могу сказать, на секундочку, у меня 20 лет вождения.
Да-да, спасибо, спасибо. Как раз вчера я своим девчонкам говорил, а почему вы аплодируете в самолете, когда он приземляется, да? Вас даже не слышит пилот. А мне вы не аплодируете, когда я вас несколько часов куда-то везу. Хотя я сижу с вами в одной кабине и все слышу. Давайте мне теперь аплодируйте. Еще один нюанс – это то, что машина высокая. И теперь приходится смотреть, а проезжаем мы под этим мостом или нет. Ну, так как фура впереди нас проехала, то я могу быть уверен, что мы тоже проедем. Но на подземной парковке въезд запрещен. И не под все деревья можно припарковаться, так что за этим следует смотреть. В целом, вот сегодня я уже настолько привык, ну, еще, конечно, потому что выспался, да, мы наконец-то хорошо поспали, что я чувствую себя уверенно за рулем и целый день обгоняю фуры, потом они меня, потом снова я их. Ну, это местная забава. Дороги в Испании мне нравятся. Покрытие вполне себе удовлетворительное, я бы сказал, твердая 4, да. Местами даже 5. А главное, что дороги бесплатные. Пока что мы не заплатили ни за одну дорогу в Испании. Пришло время напомнить, что лучший способ поддержать канал – поставить лайк и поделиться этим выпуском с друзьями. Можно просто нажать кнопку «Поделиться» и скопировать ссылку. Это действительно помогает развитию канала. Спасибо, что смотрите нас. И вот мы поднялись на самый верх к мельницам Дон Кихота. Мы уже были у одной мельницы, мельница Монтефьори. Если вы не видели этот выпуск, то ссылка сейчас появится вот в этом углу. Обязательно посмотрите. Мира так и сказала, уже была у нас мельница. Ну, а что касается мельниц Дон Кихота, то название неспроста. Сервантес, автор многих рассказов, повестей, романов, и в том числе про Дон Кихота, жил в Испании. И он периодически писал про те места, в которых бывал сам. Так вот, в одной из глав, когда Дон Кихот едет верхом со своим спутником, оруженосцем, то они видят вот эти мельницы. И Дон Кихот восклицает: «Ух ты, какие великаны! Сейчас я с ними сражусь!» После этого он на всем скаку врезается в одну из мельниц и падает. Не получилось. Он решил, что мельницы заколдованы, ну и так далее. Если вы не читали этот рассказ, мне кажется, я вообще читал какую-то детскую интерпретацию, и это было очень давно. И я помню, что там было каких-то множество нелепых ситуаций, смешных. Надо почитать теперь взрослую версию. Ну а мы едем дальше. Да, мне хочется сказать, что для меня очень красивая задумка, но очень тоскливая природа. Тоскливая природа. Тоскливая природа. Для меня здесь все выжжено. Я хожу и вот прям не понимаю, почему так выжжено, ведь только начало лета. Я сейчас в самом центре города Ронда, и выехать из центра очень сложно. Сейчас поймете, почему. Так, ну давайте для начала сдадим назад. Ага. Тут, конечно же, сразу машины поехали. Пока я стоял, не было машин. Теперь они решили, что надо поехать. Почему сдаю назад? Потому что впереди тупик.
и там даже развернуться негде. Ё-моё.